Изолента Лайф. Вот у нас как раз наш гость присоединяется, он из Белграда, Ранко Гойкович, а вот он, Ранко, я уже вижу вас, руководитель русского собрания в Сербии. Собственно, как и большинство сербов, пережил эти бомбардировки в Белграде, ну, в смысле, на месте был. Поэтому мы из первых уст вот все с ним обсудим. Ранко, здравствуйте. Здравствуйте, привет. Добрый вечер. Зрители, добрый вечер. Ранко, сегодня я уже начала с того, что сегодня годовщина начала операции НАТО против Югославии. 23 года назад начались бомбардировки. И я вот хочу просто начать с того, что сразу скажу, что в Москве помнят. В Москве эту дату, в России эту дату помнят. И вот я сейчас режиссеров попрошу вывести. Сегодня была проекция на здание посольства США, в котором... Да, вот сейчас вы видите тоже ее на экране, в которой говорилось, что вместе с сербами у нас 200 миллионов. Да, вот такой шаг. И сегодня, как всегда, посол России в Сербии возлагал цветы к памятнику, причем этот памятник детям, на котором написано «Мы просто дети». Да, это вот такой в центре Белграда. И к посольству Сербии в Москве тоже несли цветы, поэтому в России эту дату помнят, она нам близка, это нам не чужая тема. Расскажите нам, пожалуйста, как, вот видите, как раз эти кадры были, это цветы у посольства Сербии в России, как в Белграде? Молодое поколение помнит ли? Какие у вас проводятся по этому поводу, как сказать, как вы чтите этот день? Да, ну, слава Богу, патриотическая Сербия, конечно, помнит, и это нельзя забивать. Нет ненависти. Нам никогда в голову не приходило, чтобы тогда запрещать, Хемингуэя, Виктора Ига, Сервантеса, других писателей западных, как сегодня это работают с русским писателем. Просто наша цивилизация действительно цивилизация добрая и понятная по этим шагам, не только эта бомбардировка страшная. Но в этой среде не было, даже и до сих пор, ни сегодня нет ненависти. Но нельзя забивать, конечно, я хорошо помню, тогда имел, 67-го, больше 32-33 года, был уже, как сказать, зрелый человек, работал тогда в библиотечке в студенческом городе Белграде. И хорошо помню, как студенты в Белграде, это действительно не было никакого испугания. Это вышли на балконе своих слов в студенческом доме. И это, конечно, не лексика, которую сейчас я хочу повторять, но к господину Клинтону и к этим руководителям НАТО-пакта было, иногда и какой-то, возможно сказать, сумасшедший шагу. Люди шли своим телом и запретили. Они тогда, как пугали, что будут мосты в Белграде бомбардировать, и народ еженочно приезжал на эти мосты, стоял. Но то, что мне особенно было, как верующему человеку, конечно, особенно для меня было значительно тогда, что два шага. Один шаг патриарх Московский всей Руси, блаженнопочивший Алексей II, приехал в Сербию с Казанской иконы Матери Божьей, проходили через всех этих мостях по Белграде, на реке, на Саве и на Дунае. И это было какая-то огромная моральная поддержка сербскому народу. А другой шаг сделал президент, и сегодняшний до сих пор президент Белоруссии, Александр Лукашенко, которому даже из НАТО-пакта говорили, если невозможно, они не могут гарантировать безопасность. Он сказал, попробуйте самолет президента Белоруссии, стрелять на самолет президента Белоруссии, пришел. И это была громадная действительно поддержка. И мне как человеку стыдно, что правительство Сербии присоединялось месяц-два назад этим санкциям США против Белоруссии, когда это было арестование какого-то
человека в Белоруссии, не знаю, самолета. Вы знаете, наверное, про чем дело. Да. Извините, просто у меня, я очень хорошо понимаю по-русски, но все-таки нет много разговорного опыта, так что не знаю, понятно ли все будет. Вы прекрасно говорите по-русски. У вас все очень хорошо. Все очень хорошо, да, вы все очень понятно говорите. Но я так понимаю, что кроме даже просто памяти, до сих пор еще есть последствия, настоящие последствия этих бомбардировок, потому что кроме того, что было, вот я могу перечислять долго, да, сколько там десятков тонн было сброшено на Сербию, сколько мостов было разрушено, десятков, да, и других, и церквей, и других и школ, да, и всех других изданий, но последствия, в том числе от вот этих вот зарядов с объединенным ураном, я так понимаю, что до сих пор еще Сербия — это в Европе страна с наибольшей смертностью от онкологических заболеваний на данный момент, и в этом есть связь вот с теми кассетами с объединенным ураном, которые сбрасывались на вас эти годы, и вот президент Вучич тоже сегодня, по-моему, заявлял о том, что разрушались химические предприятия, соответственно, все эти вещества попадали в воду и в почву, и до сих пор земля Сербии загрязнена и радиоактивна, и химическими всевозможными веществами, поэтому то есть, до сих пор у вас даже физические последствия этого ощущаются. Конечно, и, к сожалению, это самые страшные последствия. Все-таки другое издание, все можно... Но действительно не 10 раз, а 40 раз заболевания, онкологическое заболевание в последних десятилетий, 2 десятилетия. Если это, ну, если сравним с 99 годом, какие были показатели. Так что это страшно. Но кроме этого страшно было... Много там. Я вам скажу несколько просто цифр быстро, чтобы поняли, какая это... Сербия не большая страна, Сербия маленькая страна. Значит, они практически с этого 24 марта по 78 дней, по-моему, 10 июня 99 кончилась бомбардировка, они, НАТО-пакт, применяли запрещение международным конвенциям оружия, кассетные бомбы, боеприпасы с этим объединенным ураном. При бомбардировках гражданских объектов в нашей стране это бацали. Было выпущено около 15 тысяч снарядов, в том числе около 150 контейнеров с 37 тысяч и 440 кассетных этих бомб. Понимаете? Просто такая, ну, что самое страшнее в всем этом, что, к сожалению, не сербы понимали, что все это ждет в Россию, и что пока кто-то, как было и в Берлине 1945 года, и в Париже 1812 года, когда Евросоюз, Объединенная Европа, сейчас и США нападают на Россию, что это окончилось с Россией. Нам было понятно, что тогда это первый шаг большого наступления на Россию. Действительно, я это не говорю сейчас как какой-то многоумный человек, серб, но это большинство сербов ощущало, и они знали, что это первый шаг, они хотят уничтожить, разрубить самого серьезного векового партнера русского на Балканах, а это именно сербский народ. Если хотите, если потом будет много времени, это просто и моя тема, я этим много занимался, много книг перевел с русского, несколько написал именно про сербско-русскую дружбу через веках. И возможно бы было 4-5 минут просто про этих промыслительских вековых связь сказать, чтобы просто народ понял, откуда такая до сих пор любовь сербского православного народа к русской братьи. Ну вот я даже, да, я видела большое количество сейчас было демонстраций в Сербии в поддержку как раз операции России на Украине. Проходили с флагами и со знаком Z. Я даже знаю, что вроде наш гость сегодняшний там тоже участвовал, правда? Да, я был, когда было это мероприятие, замечательное шествие от памятника царю Николаю,
в центре Белграда до посольства России. Я тогда носил с собой большую икону царя Николая. Кстати, я и перевел одну книгу прекрасную «Святой царь», приуроченную столетию убийства Святой Царской семьи. Так что это мне и любимый государь русский много изучал его жизнь, правление его. И как-то получилось, что именно сегодня я и говорил на телевизии 1 в России, а именно мне сказали друзья тогда, когда это было, 2-3 минуты практически было так в центральном крупном плане телевидения на этом митинге. Слава Богу, было много людей, по разным расчетам между 30 и 50 тысяч, имея в виду, что это не было какого призыва с государственных телевидений, что это было все, как сказать, организация народное движение, это просто замечательное число людей, и ощущалась действительно поддержка. Мы все понимаем хорошо, мы все через это проходили. На своей шкуре ощущали, что западная демократия, понимали всю эту ложь, это невероятные вещи. Если бы я вам читал то же самое, что сейчас, как сказать, Геббельс позавидел бы сегодня этой русофобии на Западе, все это делалось в Сербии 1999 года и накануне бомбардировки. И до сих пор не представляет, но сейчас, конечно, Россия враг один. Да, даже сегодня посол России, когда возлагал цветы к памятнику детям, он как раз тоже сказал, что вот тогда, вот сейчас показывают, да, режиссеры вывели памятник маленькой девочке трехлетней, которая погибла в бомбардировках. И он как раз сказал о том, что НАТО уже тогда показало свое лицо, сейчас мы все это видим, собственно, на своей шкуре все это ощущаем. И, знаете, тут так вот получилось, что вы наверняка знаете, что День скорби в Сербии совпал с тем, что вчера покинула этот мир Мадлен Олбрайт. И, наверное, так нехорошо говорить про покойного человека, но я так понимаю, что в Сербии для многих этот день стал национальным праздником, потому что из сербов никто ничего хорошего про нее сказать не может. То есть это был непосредственно тот человек, который непосредственное участие принимал в выборе мест для бомбардировок, который, когда Билл Клинтон был такой момент, у него он так немножечко замешкался, она настояла на том, что эту бомбардировку нужно проводить. Вот как там... Особенно учитывая, что ее в детстве еще и сербы спасли ей жизнь, грубо говоря. Да, и укрыли ее от Холокоста. Потом перейти на вот как раз этот личный, как так получилось. Но сначала вот от сербов, да, из первых уст, как у вас там это все было воспринято? Да, действительно так было по многим соцсетях. Просто мне было таких смешных, доходчивых комментариев. Просто это невозможно рассказать про всем этом. Конечно, не надо издеваться все-таки она просто пришла своим друзьям в аде, в пекле. Это заслужила. То, что вы сказали, что это правда. Она из Бенешовой Чехии побегла, пришла в Сербию, и нет одна семья. Я про это читал, тогда сразу после бомбардировки, помню, что 12 сербских, при этом писал ее отец. Ее отец никогда, плохое слово, 50-е годы он несколько книг написал. Он был дипломат. Я тогда читал про это, да. Он хорошим словом всегда говорил про сербов, и он сам записал, что 12 сербских семей. Они поменялись, каждая рисковала свою жизнь, чтобы сохранили семью Мадлен Олбрайт, понимаете? А она не только что была яростный заговорщик, яростный такой пропагатор бомбардировки Сербии, но даже после этого она в Праге, столице Чехии, 10 лет назад примерно, где-то делала презентацию своей книги и сказала, и это снято на видео, есть такой ролик в Сербии, такой ролик, говорила, отвратительные сербы.
Мерзкие сербы, она говорила. Отвратительные сербы, именно таким словам назвала сербу. Понимаете, что сказать про человеку таких моральных качеств? Это просто, ну, без слов. При этом... Знаете, да? Оля, как бы это все ни звучало, но, конечно, русские люди, особые люди. Наш фольклор, он не пропускает вообще ничего, вообще в принципе, и понятие анекдот у нас никакими мемами заменено не будет. Сегодня я у себя в телеграм-канале «Не социальная сеть», не мог его не разместить, извините. Заранее приношу у всех тонких людей с тонкой душевной организацией, приношу свои извинения. Подходит Мадлен Олбрайт к паромщику Харону на реке Стикс с 2 монетами, а он ей говорит: только рубли. Это актуально, да. Прекрасно, прекрасно. Ну, было таких много, поверьте мне, и в сербских соцсетях, но не буду перерассказывать. Пусть она получит то, что заслужила. Это точно. Суд Божий никто не избежит. Суд Божий. И то, что она сделала, как сказал наш Спаситель, как сеете, так будете пахнять. Так что и она будет пахнять так, как сеяла. Ну вот при этом, когда Байден награждал ее, по-моему, это была медаль за свободу, или как-то так она называлась, и он сказал, что она принесла мир на Балканы. И вот та обложка, да, Bringing Serbians to Hill, Hill это как пята, да, под пяту, которую мы сейчас выводили, тоже там подписано, что, значит, начинаем операцию для того, чтобы наступил мир. Ну и как наступил мир-то? Вот, да, это обложка вследствие ее действий на Балканах. Да, именно так, именно. Ну да, хорошая иллюстрация. Ну, просто люди, которые не имеют мир в своем сердце, как они только могут говорить про мир, но если не имеют мира в своем сердце, невозможно не бороться мир. Просто невозможно. Ну, если позволите, просто несколько слов. Конечно, конечно. Все это, что сегодня сербы делают, это, по-моему, показывает. Я сейчас не хочу, чтобы стал какой-то апологетом сербского народа, конечно, многие русские это понимают, но действительно есть много похожего с русским народом у сербов, от веры, ну, и крови, конечно. Но то, что особенно интересно и что и меня удивляет, это трудно понять, что сербы сейчас по численности маленький народ, но все-таки сохранили менталитет, мировоззрение великого народа. И это не показывали только в 1999 году. Это показали и в Второй мировой войне. Это показали и в Первой мировой войне. Это показали все время восстания турецкого ига. Это не сделали такое восстание. Не могу простить и болгары, и греки. Но только сербы всегда были готовы сражаться за свою свободу. Сербы в Первой мировой против 3 империи мощнее. Австро-Венгерская, германская, турецкая. Только Россия. Но все-таки Россия была далеко. Тогда практически каждый 3-й серб погиб. И понимаете, сербы были единственный народ, который в 20 веке НАТО-пакт бомбардировал. Это не зря. Это говорит просто, что наши корни наших связей сербского и русского народа глубоко в глубине, глубоки в веках, и что это просто промыслительные связи. Не зря наш духовный отец Святой Сава именно с русскими монахами пошел на Афон. Не зря его культ очень сильный в России. Не зря он, когда получил самостоятельную сербскую церковь 1219 года, он тогда принес в Сербию икону. Она сейчас называется Печка, икона Матери Божьей по Печкой патриархии, которая создана потом. Но вот перед этой иконой крестился Владимир, креститель России. Понимаете? 2 самые важные происшествия в жизни России, в жизни Сербии под домофором Печкой иконы Матери Божьей, Пресвятой Богородицы, ее иконе. Куликовская, Косовская битва, 9 лет разницы, понимаете? Это битвы, которые до сих пор
до сих пор самые важные события, возможно, самые важные битвы нашей истории. Потому что они открыли эти двери, про которых псалмопоэт Давид говорит, глаголяет в своем псалтире: двери, открытые двери, идет царь славы. Кто этот царь славы? Господь над войсками. И эти двери для сербов открыла Косовская битва, для русских открыла Куликовская битва. 9 лет, повторяю, разницы. То же самое, что сделал Пересвет, когда это чудовище Челобея погубил, то же самое сделал Милош Обилич, который заколол турецкого султана. Понимаете? Просто так много исторических моментов, которые показывают, что связи сербов и русских настолько глубоки, что невозможно никакой политической номенклатуре сорвать эти глубинные связи в душах народа. Это сербы ощущали вопреки этому, что тогда правительство Ельцина не помогало Сербии, но сами это ощущали. Мне много русских, конечно, я тогда не знал так много русских, как сегодня, но много русских мне звонили, говорили: ну, простите нам, братья, мы вас оставили. И я понял ту громадную любовь великого русского сердца к сербскому народу. И сейчас сербы частичку, маленький частичку возвращают на этой любви. Ну вот я правда, да, я даже от себя, мы же, ну то есть я это переживала, вот эту операцию, я в институте тогда училась, и мы все переживали, что, и мы слышали это, что Россия не может помочь, но, ну как бы видит Бог, да, если бы там, не дай Бог, это было сейчас, просто тогда наша страна была в таком состоянии, что она из себя-то, в общем, слабо могла, вы же понимаете, но то, что мы в сердце все были с Югославией, это абсолютная истина. И даже, знаете, я вот когда была в Белграде вот не так давно, там такая поговорка есть про связь, да, наших народов, там говорилось: после серба русский тоже серб. Ну, то есть, вот такая поговорка звучала. И сейчас ведь давление на Сербию оказывается очень существенное и в плане вступления в НАТО, и сейчас вот даже так получилось, что санкции против Сербии не объявляются, но получается, что Сербия под санкциями, вот, допустим, по нефти, да, потому что там газпромовская компания, соответственно, занимается этим в Сербии. Получается, что вроде как и Сербия и санкции не объявляли, а Сербия оказалась под санкциями ЕС. То есть давление очень сильное идет, но тем не менее мы видим вот эти демонстрации в поддержку, мы видим, сколько добровольцев готовы приехать и принять участие, и мы слышим вас, и это, конечно, очень ценно, вот эта вот поддержка от братского народа, несмотря на такое сильное давление извне, Запада. Да, конечно. Ну, спасибо вам, просто я это ощущал. Спасибо вам. Если будете в другой раз приезжать в Сербию, сейчас имеете еще одного друга, обязательно позвоните. Рад У нас показать. так есть общие друзья, да, вот еще один друг. Да, ну, про это, что сказали, есть одна прекрасная, это какой-то локал-патриотизм, прекрасные стихи моего герцеговинца, великого сербского поэта Алeksa Šantića. Он говорит так: мы знаем судьбу и все, что от века, но страх нам холодом грудь не остудит, ярмо переносит воли, а не люди, свобода от Бога для человека. Эти прекрасные стихи показывают суд и сербского, и русского народа, и поэтому нас ненавидит. Но все-таки, даст Бог, победа будет за нами. Спасибо вам огромное. Я, знаете, хочу закончить наш с вами разговор цитатой из вас же, из какой-то вашей статьи, где вы написали, я вот дословно зачитаю: тех, кто ненавидит другие народы, принято называть нацистами, тех, кто ненавидит другие расы, расистами, а тех, кто ненавидит сербов и русских, принято называть борцами за демократию. Вот этой цитатой, да, я закончу. Спасибо вам огромное. И вот действительно, каждый серб это новый друг. Вот каждый раз я в этом убеждаюсь. Спасибо и вам. Спасибо, Господи. Спасибо на приглашение поучаствовать. Всегда рад буду говорить с русской братьей. Привет, спасибо, Ранко. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо.